Hola amigos! Очередной день был полностью посвящен парку Торрес-дель-Пайне. Для начала проезд к озеру Грей. Там у меня был запланирован круиз к леднику. Затем поход к водопаду Сальто-Чика и подъем в гору на смотровую площадку Кондор. После этого проезд до смотровой площадки Норденскьолд и в завершении дня водопад Сальто-Гранде и трейл Куэрнос. И в этот день все сложилось просто идеально, включая погоду. С утра на небе не было ни облачка. К озеру я выехал в 8 утра, сразу за моими соседями по лоджу, молодой парой из Англии. У них оказалась бронь на ту же экскурсию, что и у меня, так что круиз я провел в очень приятной компании. Сам круиз занял 2 с небольшим часа. Катамаран прошел вверх по озеру прямо до ледника. Точнее, до его краев, выходящих на озеро Грей. Вообще, это часть огромного южного патагонского ледникового плато, который занимает в длину 360 километров. Ледники, спускающиеся в озера, это завораживающее зрелище. Во-первых, из-за цвета льда. Лед формируется годами, если не десятилетиями, из снега под воздействием собственного веса. Воздух выдавливается из этой массы, и это дает льду необыкновенный голубой оттенок. Во-вторых, из-за формы поверхности. Сверху поверхность ледника формируется как куча остроконечных образований. И выглядит эта потрескавшаяся гигантская конструкция просто фантастически. Ну и в-третьих, ледник только кажется неподвижным. Под воздействием новых осадков и образований льда наверху ледника, ледник постепенно движется вниз со скоростью до нескольких метров в сутки. И это приводит к образованию трещин и регулярным обрушениям краев ледника. Учитывая размеры льдов, такие обрушения могут выглядеть просто эпично. Крупных обрушений льдов мы не увидели, но масштаб и цветовую палитру льдов оценили. Катамаран останавливался около всех 3 языков ледника на озере. А с обзорной палубы катамарана вид был просто отличный. После экскурсии и обеда я поехал к водопаду Сальто-Чика и трейлу на смотровую Кондор. По пути я не переставал поражаться цвету воды. Она была невероятного ярко-сине-бирюзового цвета и просто-таки манила к себе, попить или искупаться в ней. Я такого впечатления от воды даже вспомнить не могу. Трейл на смотровую Кондор – это подъем на 230 метров длиной 1,2 километра в одну сторону. Довольно простой, но через необычный лес по пути. А мне еще и посчастливилось увидеть на фоне гор сразу 2 кондоров. Причем я не заметил, чтобы они хоть раз взмахнули крыльями. Они просто парили, меняя высоту за счет воздушных потоков. После этого короткого трейла я поехал к смотровой Норденскьолд. Оттуда начинается тропа к озеру, но меня просто привлек вид с площадки. И опять эта манящая бирюзово-синяя вода. Насладившись видами оттуда, я поехал к своей последней цели на день – трейлу Куэрнос. Это трейл на 3,2 километра в одну сторону с 2 смотровыми площадками. Сначала прямо на старте водопад Сальто-Гранде. Очень интересное место. Водопад вроде небольшой, но производит впечатление невероятной мощи. Возможно, из-за скорости воды. Плюс там есть эффект природного тоннеля для ветра и шлейф брызг, подхватываемых этим ветром, едва ли не больше самого водопада. В общем, меня вид зацепил нереально. К этому моменту небо начало понемногу затягивать облачной дымкой, и я поспешил к смотровой площадке Куэрнос.
Куэрнес дель Пайне или Рога дель Пайне – это общее название группы из 7 гранитных вершин, каждая из которых имеет высоту больше 2000 метров. Стоя на краю озера, прямо перед этими вершинами, как раз можно хорошо их рассмотреть и осознать реальные размеры этих горных пиков. В общем, парк полностью оправдал самые смелые ожидания. Реально волшебное место. Только устал немного, в отель вернулся ближе к 9 вечера. Силы остались только на ужин, местному повару зачет и душ. Хотя душ будет еще завтра с утра в любом случае. Это я про прогноз погоды.